Всем привет! Меня зовут Вика. И сегодня мы продолжаем наши новые такие видео «Психологическое Таро», в котором мы посмотрим, какие же признаки, что вы нравитесь женщине. Я думаю, будет очень полезно узнать вам на будущее, да, потому что у меня в основном мужчины, которые либо холостяки, разведенные, да, мужчины, которые находятся в поиске. Кто-то в активном поиске, кто-то в пассивном. Сегодня мы посмотрим признаки. Как же понять, да, вот вы знакомитесь с женщиной на первых свиданиях, вот, по каким-то вот ее, по мелочам, по жестам, по словам, может быть, да, я вам расскажу много интересного. Поэтому я вам советую абсолютно всем посмотреть мое видео до конца, оно будет полезно. Вы узнаете кое-что новое для себя. Делитесь, конечно же, этим видео с друзьями, в соцсетях. Может быть, кому-то оно тоже понравится и будет полезным в жизни. Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и сделаем просто небольшую сигнификацию, такую диагностику. В какой же ситуации вы сейчас находитесь и вообще, что у вас в жизни происходит? Даже если не очень вам срезонирует эта диагностика, да, все равно информация вам будет очень и очень полезная. Итак, смотрим. Личная жизнь стоит на паузе, однозначно. Сейчас у вас такой вот, я бы сказала, непростой период. Женщина, которую вы любили, она на расстоянии от вас. Вы человек, который, знаете, вот вы вроде бы и помните прошлое, но все равно вы уже нацелены на будущее. Вам хочется наконец-то будущее, вам хочется новой любви. Но пока вы особо не суетитесь, да, может проигрываться, что вы ждете женщину, да, вот, которая будет послана свыше вам, да, вот вы как будто манны небесной ждете. Некоторые из вас могут уже знакомиться, делать какие-то шаги. То есть уже первые такие толчки могут быть, что вот я надоело быть одному, хочу уже кого-то встретить, да. Кто-то, может быть, смайлик просто пошлет познакомиться. Вы мужчина довольно такой активный, ревнивый, а собственник вы какой. Вот вам, если, знаете, вот если вот дай женщину, особенно если это будет любимая женщина, да вы ее вообще там глаз с нее не спустите, это мое и все. И не дай бог кто-то там взгляд вправо-влево, не дай бог кто-то на нее посмотрит, это будет трэш, конечно. Вы деньги умеете зарабатывать и умеете их как бы раздавать. Вы очень щедрый, вы делитесь. У вас можно и одолжить деньги, но вы не жадные абсолютно, ни капельки. Но тем не менее, вот вы все-таки знаете, вот как бы вам тяжело не было в жизни, вот вы находите как-то вот позитив во всем. Вот что мне нравится, что у вас, да, может проигрываться у некоторых, еще длится вот сложный такой, психологически сложный период у вас, но настрой на позитив у вас все равно есть. Вот как бы вам не было тяжело, вы себя вытаскиваете, вы очень сильный, вот и душевно, морально, такой вот силач именно вы, понимаете? Вы вообще такой человек, который и сам старается сам себе помочь, и других вытянет, поможет. Вы можете всегда подать руку помощи. На вас всегда можно рассчитывать. Вот такой вы суперский парень. Итак, теперь ближе к нашим признакам. Да? Сегодня мы будем с вами рассматривать признаки. Как же понять, вот вы познакомились с женщиной, как же понять, вот насколько вы интересны или не очень интересны, потому что мужчины и женщины, они ведь очень сильно отличаются и в восприятии, в поведении, вообще в мышлении, во всем абсолютно. Мы одни и те же вещи, мы воспринимаем ведь по-разному абсолютно. Вот смотрите, вы знакомитесь с новой женщиной. Первый признак будет, у нее всегда есть время для вас. Чем бы она была ни занята, да, она всегда найдет хотя бы 5 минут, но она поговорит с вами. Либо же ту же смс-ку вам напишет. Она всегда найдет время. Если же женщина, вот вы звоните, либо пишете, она может часами не отвечать. Она может взять трубку и сказать: извини, я занята, да.
Но нужно уже задуматься, насколько вы интересны для этой женщины, потому что если есть хоть малейшая симпатия, однозначно хотя бы минутку, чтобы поговорить с вами, она найдет. Хотя бы сказать привет, как дела, что делаешь, да, вот вроде бы банальные такие вещи, но если женщина заинтересована, запомните, она всегда найдет время. Она будет с нетерпением ждать все ваши звонки, смски, я вам скажу. Очень часто женщины хватают трубку, только мужчина ей позвонит, она тут же берет: алло, алло, привет, ну, это слышно даже по интонации, что она рада вас слышать. Уже это будет ваш первый признак, что вы женщине не безразличны. Далее, следующий признак. Когда вы, допустим, вот, ну, свидание у вас, да, ну, тоже кафе, ну, то есть это не виртуальное, а реальное свидание, потому что многие, конечно, сейчас знакомятся и в интернете. Вот у вас реальное свидание. Она старается смотреть вам в глаза. Вот она как будто ловит каждое ваше слово. Она будет, знаете, вот она будет смотреть на вас таким всепожирающим взглядом, как будто вот, но она готова вас целиком проглотить, насколько она вдохновенно слушает вас там, ну чуть ли не рот открывший. Кстати, может еще проигрываться вот этот вот признак. Когда вы, допустим, работаете с женщиной, и какая-то ваша коллега вам симпатизирует, она точно так, она будет, вот когда мимо, допустим, вы там проходите просто по работе, она точно так будет смотреть вам пристально в глаза, она может вам там моргать, подмигивать, она может с такой улыбочкой смотреть на вас, понимаете? То есть это тоже будет признак симпатии. Далее, следующий признак. Женщина при общении с вами, да, это может быть и по телефону, и в живом общении, да даже по переписке, да, потому что, ну, многие любят поначалу переписываться, некоторые ночами могут сидеть переписываться, либо же разговаривают по телефону ночами. Женщина задает очень много вопросов, и в том числе о личной жизни вашей. Даже могут быть вопросы, которые могут вас немного смущать, да, вот как вы относитесь там к теми или иным там фактам, вот, ну, касательно отношений, да, то есть она так немного прощупывает для себя, чем вы дышите, что вам нравится в отношениях, что не нравится, вашу точку зрения. То есть она пытается вас понять, да? Она задает вопросы, чтобы лучше узнать вас. Она пытается, чтобы узнать вашу точку зрения, чтобы еще больше пытаться вам понравиться, да? Когда она знает, допустим, что вы то-то и то-то любите, она будет стараться это делать, чтобы вам понравиться. То есть если женщина будет сидеть, допустим, на свидании, либо же там по телефону, даже если вы общаетесь, она будет сидеть, как-то односложно общаться, да, нет, не знаю, скучно, будет сидеть, зевать. Но это однозначно женщина не заинтересованная. И не нужно говорить, что она просто вот такая скромная и стеснительная. Ну, поверьте, ну даже самая скромная и стеснительная женщина, она найдет на какие темы всегда пообщаться, и тем более она всегда задаст вопросы мужчине, который ей не безразличен, который ей интересен. Просто потому, что по своей природе мы, женщины, мы очень, во-первых, мы болтливые, да, кто-то больше болтливый, кто-то меньше, это наша потребность разговаривать. Плюс мы очень любопытные, да, вот мы настолько любопытные, что, ну, мы не любопытны только с теми людьми, которые нам не нравятся, которые нам безразличны. Поэтому обращайте на это внимание, как женщина с вами общается. Если это какие-то односложные ответы, да, но однозначно интереса нет. Вот даже, кстати, некоторые из вас мне пишут в комментариях, да, что вы знакомитесь с женщинами новыми, и вот вы ей пишете там чуть ли не по 100 смс в день, а она отвечает односложно, либо же вообще может там по 2 часа не отвечать. Но это уже говорит о том, что человек особо не заинтересован.
Да, бывают случаи, что, конечно же, может быть, она по работе очень занята. Такие случаи тоже могут быть. На это нужно обращать внимание. Если вы знаете, что у нее там запарка по работе, что некогда чаю попить. Да, может быть такая ситуация, конечно. Если вы будете сидеть дома, допустим, может быть, вы выходной, либо у вас такая работа, когда вы можете по 100 смс в день писать, а у нее там конвейер, допустим, какой-то, да, что вздохнуть некогда. Конечно, она не будет сидеть писать. Тогда нужно делать акцент на это и обращать внимание. Далее. Женщина помнит все мелочи. Вот она настолько обращает внимание, запоминает на то, что вы с ней говорили, даже, допустим, вот по телефону говорили, либо же на прошлом свидании о чем-то вы говорили, да, может быть, вы сказали, что вы хотите какой-то фильм посмотреть, да, а она на следующем свидании, либо же при следующем разговоре у вас спрашивает, ну что, ты посмотрел вот такой-то фильм, да? То есть она это уловила, да, она запомнила, что вы хотели. Может быть, вам хотелось там, не знаю, какое-то блюдо скушать, и она вас спрашивает, ну что там, купил ты, да, там попробовал. То есть она запоминает то, что вы говорите, да. Запоминайте и обращайте внимание тоже на этот признак. Потому что если вот вы о чем-то общаетесь с человеком, а она даже не помнит, да, вот вы что-то и рассказывали, а потом снова про это речь заходит, а она даже забыла. Она это мимо ушей пропустила, потому что оно и фиолетово. Это тоже есть звоночек, что вы, женщине, не очень интересны. Поверьте мне, если женщина заинтересована мужчиной, да, она запомнит, я не знаю, там каждую букву, каждую цифру, каждый ах и вздох ваш. Она просто это будет запоминать, потому что, вот, как я уже говорила, она будет с открытым ртом ловить каждое ваше слово. Далее. Следующий признак. Женщина делает вам комплименты. Это также может быть и как в начале отношений, да, потому что вот мы с новой женщиной как бы познакомились, да, это могут быть и комплименты, и вашей внешности, и вашей фигуре, и комплименты, допустим, как ты красиво одет сегодня, у тебя такая классная рубашка, либо же там, я не знаю, брюки классные, джинсы, да все что угодно. Это могут быть также комплименты вашей заинтересованной, ну, вас, коллеги, да, вот как я уже говорила. Если ваша там коллега по работе, либо же соседка, да кто угодно влюбился, либо же так положили глаз на вас, конечно же, они будут и флиртовать, и строить глазки, и делать комплименты. Без этого никак. Это тоже один из признаков, что вы нравитесь этой женщине. Далее. Женщина будет подписываться на ваши соцсети. Если у вас есть страничка в соцсетях, обязательно она будет на вас подписываться. Даже если она туда раньше заходила раз в году, она все равно будет на вас подписываться, чтобы еще таким образом быть ближе. Потому что вот у некоторых пар есть даже такая традиция в соцсетях. Они друг другу какую-то могут, либо же открыточку прислать, да, вот доброе утро пожелать, спокойной ночи. Да, можно по телефону это в мессенджерах сделать. Но многие любят вот именно в соцсетях какой-то смайлик прислать, да, что-то лайкнуть, там какой-то пост перепостить и так далее. То есть это тоже один из признаков. Далее. Кстати, это вот следующий признак, он будет довольно сильный такой знак, что вы нравитесь женщине. Она при вас будет поправлять волосы. Вот знаете, как женщина так задевает, вот в фильмах часто показывают какие-то эротические сцены, когда женщина так рукой как бы невзначай задевает волосы, так кивает головой и отбрасывает их назад. Это очень такой сильный знак, который говорит о симпатии, вот что она хочет понравиться, она как бы выпячивается перед вами, вот свою шею оголяет, выставляет, да, вот убирает волосы. Это такой своего рода еще сексуальный знак.
Далее сюда относится облизывание губ, вот когда вы сидите с женщиной, либо же та же коллега, там еще где-то в компании, может быть, вы нравитесь. Это облизывание губ, это тоже сильный, мощный сексуальный знак. Это не обязательно, что такое облизывание, как в фильмах для взрослых. Нет. Это может быть просто, казалось бы, такое, знаете, легкое облизывание. Вот как будто там губы обветрились, да, но вот именно при вас это делается. Это такой подсознательный вот сигнал для вас, что вот она как бы хочет вас, да, вот хочет этого мужчину, с которым она. Ну и еще один знак, это признак, вернее, это будет на сегодня у нас последний наш признак. Когда женщина с вами общается, она немножечко так наклоняет голову в вашу сторону. Это еще означает, что она хочет быть ближе к вам, да, она хочет быть вашей. Это означает, что она хочет некоего сближения с вами. Ну, то есть, понимаете, вот эти вот признаки, которые я перечислила, их, конечно же, намного больше, но я вот перечислила, выбрала именно такие, которые самые ходовые, самые легкие, что ли, да, их очень много на самом деле, вот этих вот и сексуальных сигналов, и признаков симпатии, но это такие самые основные. И я думаю, в ваших следующих знакомствах вот с женщинами, в отношениях, они вам помогут понять, да, вот когда даже вы будете, допустим, на первом свидании сидеть с женщиной, вы поймете уже по ее жестам, по мимике, по тому, как она разговаривает с вами, даже по тому, как она, я не знаю, там берет трубку, не берет, как она находит время, не находит. Вы уже с легкостью сможете понять, насколько вы интересны этой женщине. И если вы видите, что, допустим, из вот этих вот даже те, что я перечислила, если несколько признаков присутствует, но это уже говорит о том, что, ну, а стоит ли заморачиваться и встречаться дальше с такой женщиной. Но зачем быть с человеком, которому ты не интересен? Казалось бы, да, мужчина, охотник, завоеватель. Но иногда, вот знаете, я бываю такая сторонница вот все-таки радикальных мер. Я всегда считаю, что прежде всего человек должен любить себя. Это и мужчины, и женщины. Да, с одной стороны, вы можете сказать, что вот мужчина должен добиваться женщины. Ну а зачем стучать в закрытую дверь? Это касается и женщин, и мужчин. Я сторонник вот иногда таких вот радикальных мер, потому что без этого никуда. Без этого мы сами опускаем свою самооценку, мы себя принижаем. Вот мы начинаем бегать за человеком, и тем не менее мы этим только отталкиваем. Человек начинает наглеть, борзеть, одевать корону, да, и говорить, да куда он денется, побегает со мной, да. Еще кто-то и назло сделает, так будет себя вести, чтобы мужчина бегал. Поэтому вы попробовали, если женщина вам понравилась очень, можете попробовать там один раз, да, как-то вот проявить инициативу, не получилось, видите, но не очень реагирует. Вы второй раз можете попробовать, да, снова она, ну никак, да, не мычит, не телится. Ну какой смысл бегать и стучать в закрытые ворота? Я думаю, что все-таки женщин тьма тьмущая, да, миллионы, миллиарды на этой земле женщин, которые могут стать той самой вашей единственной, которую вам захочется любить и которая будет отвечать вам взаимностью. Для чего бегать за человеком, который не хочет быть с тобой, да? Зачем тратить свое время? А время ведь это самое бесценное. Это наше самое большое сокровище, потому что время мы никогда не вернем. Время – это такой наш ресурс, который нужно ценить как зеницу ока. Не зря вот бизнесмены, миллионеры, олигархи, да, они очень ценят свое время, потому что время – деньги, реально. Они впустую проведут время, они потеряют деньги, да, они могли с пользой потратить свое время. Точно так и вы.
Смотрите, стоит ли бегать за женщиной, унижаться, да, добиваться, если женщина к вам холодна. Я думаю, не стоит. Напишите в комментариях, вы согласны со мной или нет. И напишите, очень интересно мне всегда читать ваши комментарии, конечно же. Попадались ли вам такие женщины, которые были холодны, либо же были вот какие-то из этих признаков, что я вам рассказала? Проявлялись ли, может быть, кто-то не отвечал, может быть, кто-то еще как-то себя вел, да, вот очень интересно ваше мнение, может быть, еще какие-то признаки вы заметили вот из своего опыта, как женщины относятся, когда вы неинтересны, да, вот, может быть, вы поняли для себя что-то, поделитесь, очень будет интересно знать вашу точку зрения. Вот такое было видео сегодня. Наше психологическое таро. Я думаю, оно вам понравилось, многим оно пригодится, да, это видео, эти знания, которые вы получили, да, вот именно доступным языком, который я вам пытаюсь донести, без каких-то психологических терминов, без заморочек, а по-простому. Кому понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал и всем пока!